Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня с вами поговорим об одном напитке, с помощью которого вы сможете убрать от себя негатив, а также избавиться от порчи и сглаза. Поэтому обязательно просмотрите это видео от начала до конца, друзья, очень будет много полезной, важной и интересной для вас информации. Всем приятного просмотра. Вы знаете, с чаем ни порча, ни сглаз вам не страшны. И это никакие громкие слова. Если вы правильно будете использовать этот напиток, то вы сможете изменить свою жизнь. И вы знаете, хватает выпивать всего лишь 1 чашку чая в день, и вы оградите себя барьером от поступления негативных энергий в вашу жизнь. Потому что чай обладает очень сильным энергетическим свойством, которое способно защитить вас от любого энергетического воздействия. Для усиления действия чая против порчи и сглаза в него добавляют цвет липы. А вот липа обладает не только целебными свойствами, она также имеет и сильную энергетику. Наши предки верили, что если во дворе растет липа, то в семье всегда будет счастье и успех. И именно липа становилась оберегом семьи. Липа способна исполнить и любое желание, убрать стресс, сильные негативные эмоции. Она способствует и внутренней гармонии. Помимо всех положительных качеств, липа еще способна притягивать денежную энергию, поэтому в доме всегда нужно иметь денежные амулеты из этого дерева. Они помимо денег способны привлечь удачу, успех и даже процветание. Липа обладает еще и такими свойствами, как она действенно защищает от сглаза и порчи. Она очищает дом от разного рода негатива и застоявшейся энергии. Также положительно влияет на самочувствие и настроение, повышает жизненный тонус, дарит людям красоту и продлевает молодость. Поэтому, добавляя липу в чай, вы тем самым создаете условия, при которых негатив не может воздействовать на человека. Такой чай нужно пить утром, тогда вы будете защищены на протяжении всего дня от негативного воздействия недоброжелательных людей. Для того, чтобы приготовить такой чай, нужно 3-4 соцветия липы добавить в чайник для заварки. Пить обязательно его нужно без сахара. Таким образом, он будет очищать ваше тело от негатива, который у вас накопился из-за отрицательных эмоций разного рода. Чем их больше, тем сильнее, к сожалению, вы подвержены порче и сглазу. А когда будете пить такой чай, настройтесь на принятие положительных энергий и при этом обязательно говорите следующие волшебные слова. Чай с липой пью, весь негатив от себя отведу, сильную защиту вокруг себя установлю и только положительными энергиями себя окружу. Далее зверобой. Вы знаете, зверобой это тоже очень сильное средство от негативной энергетики, от сглаза и порчи. С помощью этого растения вы можете избавиться от плохого настроения, защитить себя от недоброжелателей, от врагов. И добавляя в чай несколько цветочков зверобоя, вы защитите себя от негатива различного рода. Такой чай нужно заваривать и пить по утрам, для того, чтобы давать себе положительный энергетический настрой, и для того, чтобы окружающие вас люди не могли отправить к вам какие-либо негативные посылы, и этим, соответственно, приносить вам вред. А когда вы будете пить такой чай, обязательно говорите следующие магические слова. Зверобой, защиту установи, все негативные посылы к тем, кто их отправил, верни. А вот ромашка с давних времен привлекает людей не только своей красотой, но и способностью помогать также очищать от негативной энергии, а также привлекать в нашу жизнь удачу, благополучие, финансовую стабильность. Ее также используют и как оберег. Возьмите за правило, придя домой, если, например, у вас был тяжелый день, вы сталкивались со злыми, с неприятными людьми, вы даже чувствуете энергетическое истощение, пейте чай с добавлением ромашки.
ваше настроение тотчас будет улучшаться, а любой негатив будет уходить. И для этого обязательно проговаривайте следующие волшебные слова. Ромашка, все плохое от меня отгони. Счастье, удачу и благополучие в мою жизнь притяни. Также эта ромашка считается отличным энергетическим помощником, поэтому научитесь обращаться к ней за помощью, и вы увидите, на что она способна. Кроме того, отношение к чаю у вас должно быть всегда уважительным, потому что при чаепитии вам нужно соблюдать обязательно определенные правила. Нельзя пить чай, который предназначался другому человеку, так как напиток хранит его энергию, и таким образом вы можете привлечь проблемы и настроение этого человека. Также нельзя доливать в заваренный чай и холодную водичку. Последствия могут носить негативный характер, потому что это приведет к сильной ссоре с кем-то из членов вашей семьи, а также конфликтной ситуации с коллегами или начальством. Если во время чаепития вы разлили чай на стол, то это сулит появление денежной прибыли. Никакие финансовые трудности вам будут не страшны, а эта ситуация как магнит будет привлекать деньги, особенно если в лужице чая вы заметите пузырьки. А если при этом еще и разбилась чашка, то деньги в буквальном смысле свалятся вам на голову. Это может быть и повышение зарплаты, это может быть премия, это может быть и новость о наследстве. Специально проливать чай, конечно же, на стол не стоит, так как в этом случае примета не только не сработает, но и вызовет противоположный эффект. Достаток принесет чай свежезаваренный и разлитый случайно. А вот пролитый чай одиноким человеком принесет сюрприз в личной жизни в виде долгожданной встречи с его половинкой, а это значит закончится успешным браком. Пролитый на пол чай свидетельствует и о том, что у вас произойдут в скором, ближайшем будущем неприятные события, связанные с потерей денежных средств в результате необдуманных поступков. Если вы забыли в чашке ложку, то это говорит о неблагоприятной ситуации в семье и возможности финансовых потерь. А если у мужчины есть привычка пить чай и не вынимать ложку из чашки, то он никогда не сможет наладить финансовую стабильность. Если у женщины есть такая привычка, то знайте, что это будет притягивать к ней сильный негатив, который в результате приведет к депрессиям. Поэтому, если к вам присуща такая привычка, избавьтесь срочно от нее. Помните о том, что чаепитие – это признак гостеприимства, дружеских и теплых отношений, а ароматный напиток – это знак благополучия. Поэтому старайтесь использовать чаи в своей жизни. Особенно хорошо, если вы пьете именно травяные чаи. Вы, конечно, спросите, возможно, сейчас не та пора года, и как можно пить чай из ромашки, где же собрать, или зверобоя, или липы. Друзья, есть аптеки, на рынках бабушки, из которых также продают именно эти сухие веточки, листочки, соцветия, и вы можете у них купить и использовать, пить в своей жизни. Во-первых, это очень хорошо для нашего здоровья, а во-вторых, вы сами таким образом поднимаете энергетику своего тела, а также вибрации, а это притягивает своеобразные моменты, ситуации, которые привлекают изобилие, достаток и благополучие в вашу жизнь. Поэтому обязательно старайтесь как можно чаще пить чай. Конечно, кто-то сейчас скажет: я не люблю чай, я не буду его пить. Это ваше право, но раз в какой-то период обязательно пейте чай, потому что, возможно, если у вас и бабушки есть, прабабушки, то, возможно, они вас до сих пор заставляют пить чай. Чай с липой, чай с ромашки, зверобой. Вы знаете, они не просто так вас просят, потому что это их не такая вот личная хотелка или пожелание.
Они знают, что они делают. Запомните, наши бабушки, наши прабабушки, а также мудрые дедушки и прадедушки, они всегда знают, когда вас просят о чем-то. Для чего они это делают? Не для того, чтобы в первую очередь вам угодить в чем-то. Нет, они знают, что определенные чаи, определенные травки в определенное время несут определенную энергетику и информацию. А значит, мы, люди более мудрые, да, можем уже осознанно использовать эту информацию. Поэтому такие напитки, как чай из липы, чай из зверобоя, чай из ромашки поможет нам избавиться от порчи и от сглаза, убрать любой негатив из нашей жизни. А значит, мы можем открыть дороги к процветанию, к изобилию, к достатку. А также мы с вами можем быть здоровы, потому что энергетика Земли – это особая энергетика. Та же самая, как энергия Солнца, воды или воздуха. Поэтому, пожалуйста, используйте эту информацию себе во благо. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Друзья, обязательно подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви и гармонии. Услышимся с вами уже в следующем видео.